Добрый день! Тема этого видео про свингеров, про секс и про отношения. Разберем этот момент с точки зрения психологии и сексологии. Начать хочу немножко рассказать историю вообще, откуда это появилось. Появилось это, наверное, с рождения, вообще зарождения самой цивилизации. Это было и в Древнем Риме, и в Германии, и в язычестве у нас. Но бурное все-таки развитие в конце прошлого столетия, в 20 веке в США во времена сексуальной революции. Это направление стало известным, популярным, востребованным. Опять же, по статистике в США на сегодняшний день около 15% всех семейных пар принимают участие в свингерстве. Кстати, тут очень важный момент. Не нужно, точнее наоборот, нужно разделять понятие свингеры, понятие оргия и понятие групповой секс. Это разные вещи. В свингерстве свингеры принимают участие добровольно все участники данного процесса, так скажем. А оргия и групповой секс это немножко другое. Мы сегодня это не разбираем. Почему же оно стало так популярным? Почему сейчас оно пришло к нам с Запада уже в Россию? И много статей, много информации по этому поводу. У меня, допустим, клиенты по сексологии, некоторые обращаются с данной проблематикой. Разберем, это вообще это проблема или не проблема и к чему это все ведет. Также, наверное, начать стоит с того, что как только встречаются молодой человек, девушка, у них интимная сексуальная жизнь, они поженились, и через 5-10 лет совместного брака сексуальные отношения, они изменились. Нет такого больше накала страстей, нет такой сексуальной активности, как было раньше, и это нормально. В каждой семье есть проблемы. И там, не знаю, только идеальная семья бывает в голливудском каком-то фильме. Но это нереальный мир, а мы живем в реальном мире. И мы все прекрасно понимаем то, чтобы в семейной паре, где есть муж и жена, конкретно, допустим, я, муж и моя жена, и у нас также есть различные проблемы, которые мы решаем. И когда люди думают, что сексуальная активность, которая была в самом начале зарождения отношений, будет такая же по истечению 5, 10, 15, 20 лет, они немножко заблуждаются. Естественно, в процессе жизни люди, во-первых, сами по себе меняются. Те люди, которые встретились там 18 лет и поженились, и которым сейчас там по 35, по 40 лет, это совершенно другие люди. У них изменились взгляды, стереотипы, различные социальные, социальные установки они поменяли. Они либо проработали, либо не проработали свои комплексы, страхи. Ну это просто, грубо говоря, это уже совершенно другие люди. И сексуальная жизнь уже другая. А у каждого человека есть потребность именно сексуальная. У мужа, у жены. И часто такое бывает, что когда брак начинает рушиться, когда в семье начинают возникать проблемы в сексуальной сфере, кто-то, один из партнеров, либо муж, либо жена, начинают предлагать, начинают изучать, а как же можно разнообразить, улучшить сексуальную жизнь, чтобы брак не расстался. И часто бывает так, что один партнер молчит, другой партнер вводит это понятие в семью и пытается его пролоббировать, и под своим давлением вносит это в семейную жизнь, понятие свингерства, чтобы заняться сексом с другой парой. Опять же, на добровольных, договоренностях. И тут очень важно понимать, кто первый из партнеров завел эту тему, муж или жена. Почему она завела или он завел эту тему? Что их не устраивает? Почему они не могут решить свои сексуальные проблемы в семье, которые у них накопились? А это нормально, опять же, как я сказал, что отношения, они эволюционируют, отношения, они растут. И секс в браке, он также эволюционирует. Он не такой, какой был раньше, когда было 18 лет. Потому что и люди разные, и люди развиваются, люди много что узнают, и люди становятся другими. И тут часто бывает что кто-то один из семейной пары лоббирует свингерство, другой этому подчиняется, либо из-за страха, что совсем семья разрушится, то есть либо будет полностью развод и разойдутся, либо мы пойдем в свингерство для того, чтобы сохранить семью. Хорошо, если, опять же, тут выбор
каждого, и у всех своя жизнь, и у всех, как сказать, своя ситуация. Тут нет такого общего какого-то универсального ответа. Если люди пошли в свингерство, первое, что нужно понимать, то что как только произошел первый контакт, когда муж и жена встретились, там переписались, сейчас даже, по-моему, есть различные сайты с другой парой, они занялись сексом. И после этого, когда уже это все первый раз произошло, люди не останавливаются на этом, семейная пара, которая первоначально этого захотела. Им также уже охота, обычно даже не им, а одному из партнеров, либо мужу, либо жене, также уже охота со следующей парой заняться сексом. То есть это постоянный, как сказать, такой процесс, и он не будет останавливаться. Перед тем, как один раз попробовали сменить партнера на добровольных, как сказать, на добровольных основах, на добровольном согласовании всех участников. Тут кроется большой минус. Когда люди меняют партнера, они все свои сексуальные фантазии они полностью удовлетворяют с другим партнером. Но между мужчиной и женщиной пропадает само такое понятие, как интимность. То есть секс у них налаживается в других отношениях, даже не отношениях, а с другой парой. А интимность между мужем и женой, она разрушается. Интимность — это такое глобальное понятие, которое включает в себя и доверие, и близость, и сам секс, и саму любовь, и взаимоотношения. То есть те пары, которые начинают заниматься свингерством, они удовлетворяют свои сексуальные потребности с другими парами, но в своей паре у них начинаются проблемы с интимностью. И того доверия, которое было раньше, его уже не будет. И как только, допустим, произошел какой-то очередной скандал, какой-то конфликт, и там мужчина либо женщина уже начинает думать, а что же там делает другая пара, может мне, как сказать, свои сексуальные потребности, может удовлетворить там, может мне лучше уйти туда, может мне проще разрушить семью, потому что там все здорово, все хорошо, все классно, там новый сексуальный опыт, там нету страхов, комплексов, убеждений, там не надо работать. Ну, это, опять же, это все заблуждение. То есть, я сейчас говорю к тому, что если есть проблемы в семье, в сексе, если интимная жизнь там, раз в 3 месяца, раз в полгода, если пропало это желание, если пропало это доверие, если люди раздражены, не занимаются сексом, не получают от этого удовольствия муж и жена. То есть, нужно решать проблему в диалоге, нужно приложить максимум усилий, нужно разговаривать, нужно записаться либо к специалистам, либо попытаться самим решить эту проблему. Но спасти брак и уйти в свингерство, это не решит проблему, это еще хуже будет для семейной пары. Вот в принципе и суть этого видео. В принципе, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте под видео. С вами был сексолог, психолог Сергей Витищенко. Всего доброго, до свидания.